Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал DP Labs. Сегодня мы наконец-то подведем долгожданные итоги конкурса для амбициозных инженеров. На конкурс пришло очень много работ, но не так много, так скажем, удовлетворяющих и изначальным условиям. Но все-таки много чего есть. Начнем мы обзор с эскизных проектов электрического квадроцикла. Поэтому я передам слово Ивану. Он вам расскажет о 3 номинантах на приз по электрическому квадроциклу. Иван, вам слово. Всего адекватных проектов нам было прислано 9, то есть остальные тоже были, что-то прислали, но не было либо 3D-модели, либо это вообще нельзя было рассматривать. И даже из этих 9, тех, кто действительно выполнил техническое задание, я считаю, это 3 проекта. Это у нас Ястребов Денис, Иван Докучаев и Михаил Полежаев. И мы считаем, что Денис Ястребов победитель в этой номинации, потому как у него очень большое количество описания, хорошо проработана 3D-модель, есть даже рендеры всего этого красивые, то есть с точки зрения дизайна он практически единственный, кто хотя бы попытался что-то сделать. В принципе, получилось неплохо. Естественно, есть вся техническая документация, где расписано, какие узлы откуда взяты, то есть в отличие, опять же, от других проектов, многие узлы, элементы подвески, например, взять те же амортизаторы, у него написано, откуда он их брал. У остальных это абстрактные модели. В техническом задании у нас было прописано, что и двигатели должны быть, и гидроусилитель руля, и много элементов должны иметься в свободной продаже. С этим все правильно. Касаемо остальных, очень много недоработок, то есть ступицы, элементы подвески, непонятно, какие узлы применены, что-то очень четко прорисовано, что-то совершенно не прорисовано, там какие-то узлы просто висят в воздухе, а какие-то максимально детально прорисованы. И много элементов непонятно откуда взято. Все-таки в техническом задании у нас было сказано, чтобы элементы, большинство, были в свободной продаже. Итак, вы услышали мнение высоких судей о проекте «Электрический квадроцикл», и общем решении было принято, что 400 тысяч рублей отправляется Денису Ястребову. Просьба его связаться с нами. Если у него будет желание и возможность приехать к нам сюда, в Домодедовский район, мы можем заплатить приз наличными и обсудить далее перспективы проработки прототипа. Мы будем очень рады его видеть. Также мы решили сделать дополнительный приз по проекту «Электрический квадроцикл», который нас сильно развеселил, и назовем его так: это внебрачный сын кировца и BRP Аутлендера. И 10 тысяч рублей уйдет господину с ником Борис Сид. Пожалуйста, свяжитесь с нами. Посмотрите этот проект на сайте DP Labs, и вы поймете, о чем я говорю. Это что-то с чем-то. Сейчас мы перейдем к обсуждению конкурса по БЛДЦ, по PMSM моторам. На конкурс пришло очень много заявок, я очень сам много с кем общался. В процессе общения и изучение проекта я познакомился с очень многими людьми, с некоторыми мы делаем проекты, не касающиеся данного конкурса. Также, например, я познакомился с Михаилом, которого вы видели в последнем ролике по поводу станков. Он хотел участвовать в конкурсе двигателя, но он хотел сделать асинхроник. У нас с ним состоялся очень длительный разговор на эту тему, и теперь мы работаем в партнерстве вместе по многим другим проектам. И так как у него, так скажем, большая экспертиза есть по двигателям, главным из судей по конкурсу двигателя будет он. Он нам расскажет, почему, кто выиграл и какие были претенденты. Вам слово. Мы выбрали в качестве победителя Андрея Рябчинова по ряду критериев, потому что у него очень сильный проект и очень хорошо оформленный, профессионально, прям видно, что человек этим занимается. Во-вторых, одно из важнейших, то, что он описал, что такое и почему, и каким должен быть силовой тяговый электромотор.
неважно, PMSM, BLDC, ну, как бы его вот в целом видение и понимание. Он написал, почему такой мотор должен управляться без датчиков холла, а по резольверу, ну или как бы наверняка он точно так же мог бы описать, что это по абсолютному энкодеру. Он спроектировал мотор, который должен был удовлетворять критериям конкурса. Но после этого он сделал очевидный вывод, причем там основываясь на своих же выкладках относительно условий конкурса, что мотор должен быть несколько иным. Силовые тяговые электромоторы не должны быть высокооборотистыми, а должны быть более низкооборотистыми. В частности, по той причине, что хороший, бесшумный, высокооборотистый редуктор – это очень технологически сложное изделие. Второе место мы решили отдать Дмитрию Филиппову, который предложил проект с осевым расположением электромагнитов. Это очень интересное направление, которое сейчас набирает популярность в качестве там, у векторогенераторов. В принципе, есть и в Америке, кто производит подобные именно тяговые силовые электромоторы. Проект неплохо проработан, посчитано-магнитная система, но вот чуть-чуть он не дотягивал до победителя, которого мы выбрали на первое. Да, так, что я хочу сказать, здесь у нас будет два победителя, как бы кто занял второе место, мы заплатим 100 тысяч рублей, отдельно свяжемся с ним. Возможно, если мы поймем все нюансы, то тоже попробуем договориться, чтобы сделать прототип, потому что здесь есть много «но». Но мне кажется, все-таки что-то из этого может выйти. Как бы я хотел сразу сказать скептикам, что никто не проработает за это время, это сделать невозможно, должны куча НИИ работать. Но вот эти два проекта, они себя показали, что немножко проработать, из этого можно делать прототип. Михаил, согласитесь, там, в принципе, чуть-чуть поднапрячься и т.д. Я думаю, там, если люди захотят, в течение 3-4 месяцев мы получим готовый прототип. Вот. Так что мы, в принципе, конкурсом добились своих результатов. Также хочу сказать победителям этого конкурса, если есть желание и возможность, мы оплатим вам дорогу, вы можете приехать ко мне на награждение. Но если у вас нету такой возможности, то оставите свои реквизиты, мы вам оплатим ваши призовые деньги. Также вы сможете на канале DP Labs посмотреть все остальные проекты, высказать свое мнение, может быть, в чем-то неправы, но победителей мы уже определили. Итак, господа, давайте теперь перейдем к проектам инвертора. На конкурс тоже пришло очень много проектов инвертора. Некоторые из них, как меня и предупреждали, тупо копии open-source проектов из интернета. Мы люди не глупые, умеем всем пользоваться. Ну ладно. Бог вам судья. Многие не сильно проработаны, большинство не соответствует техническому заданию. Но вот очень удивил Евгений из Курска, потому что он связался за 2 недели до окончания вообще конкурса и сказал, не против ли я, что я сразу сделаю прототип. Мы с ним переговорили, что, куда и как. И меня это удивило, он приехал ко мне с прототипом. Вы все сами видели, все это заработало. Я думал, что-то взорвется, ничего не взорвалось. Все очень красиво, душевно, даже с диким перебором. У него охрененная обвязка в виде софта. И вообще все хорошо работает. И даже мой главный разработчик Герман, он очень скептически относится к молодым людям, разработчикам, он считает их заносчивыми. И когда я ему показал, он сказал: замечательно. Другие проекты, честно, слабовато. Были еще люди, я очень с многими людьми познакомился, они этим профессионально занимаются, они просто понимали, что не успеют доделать до конкурса, но со многими мы на связи сейчас, в чем-то мы, может быть, дальше продолжим сотрудничество. Так как Евгений сделал готовый прототип, и я уверен, у нас в планах это пустить в продакшн, вначале в мелкую серию, потом в большую, будет
будет очень интересная работа. Он сразу получает 1 200 000 рублей, так как он выиграл в конкурсе. Я не думаю, что кто-то это будет отрицать. И плюс он сделал готовый прототип. Евгений не против. Чуть позже мы оформим это красиво, и все это выложится в open source. Если кто-то хочет, делайте сами, мы не против, все будет в open source. И хочу сказать всем сразу, все говорили, а какие мои доли, что я на ком-то наживаюсь, но вот есть люди, которые понимают, что знания, они все для людей, потому что мы на его проекте кто-нибудь тоже, на его знаниях может сделать что-то лучше. Это будет лучше для человечества. А криворукие люди все равно не смогут на этом нажиться. Так что все это будет выложено в open source. Пользуйтесь на здоровье, нам не жалко. Нам надо развивать человечество, вести ее, так скажем, к информационной сингулярности, чтобы везде все само работало, а люди убивались только по искусству, еще чему-нибудь. По поводу зарядного устройства. Я понимаю, что это не очень интересный проект, видно, был для многих, но никто из приславших на конкурс свои эскизные проекты не соответствовал техническому заданию. Многие просто пытались сделать как по учебнику, как сказал мой разработчик Герман, красиво, но работать не будет. Есть некоторые сложности. На самом деле зарядное устройство на такую мощность — это не такая простая вещь, никто даже не постарался это все грамотно проработать, а на том уровне, котором мы сделали, даже мне, не самому, извините, умному схемотехнику, я бы сделал лучше. И что я писал, вы просто, все проекты не соответствуют ТЗ. Извините, не будет, призов здесь не будет. Если вы считаете, что я не прав, все более-менее хотя бы адекватные проекты будут выложены в открытый доступ, я готов к обсуждению. И что я вам скажу, подытожу по поводу этого всего. В принципе, я считаю, весь этот конкурс был удачным. Какую я сделал ошибку, сразу сделал много проектов, и было тяжело это все разгребать. Потому что есть основная работа, люди заняты. В следующий раз я так делать не буду, и буду как делать все отдельно, потому что заявок много, всем надо уделить время. Прошу прощения, с кем я мало общался, кому мало уделил времени. Очень хорошо, меня очень порадовало, что мнение скептиков о том, что это невозможно сделать, никто за такие деньги не возьмется, они были неправы. Что мы имеем в реальности? Проект квадроцикла, он не идеальный, но из него можно сделать реальный прототип. С инвертором вообще супер. По поводу двигателя тоже неплохо. Есть два прям проекта, над которыми надо работать. Вот этот проект, который победил, но его можно прям делать в железе, тестить на стенде, и я думаю, это получится очень хорошо. Там нужны будут доработки, но это прям хорошее начало. И как вы видите, для этого не нужно целые НИИ и куча денег. И вы поверьте, мы сможем своими силами сделать прототип. Нет ничего сложного. А те все нытики, которые говорят, денег мало, того мало, вы сами видите, что вы не правы. Я дальше, по мере своей возможности, буду делать подобные конкурсы, с учетом текущих ошибок. По поводу квадроцикла я понимаю, это реально сложный проект, и там прорабатывать и прорабатывать. Но вот с зарядкой меня, конечно, сильно расстроило. Нет так нет, сделаем сами. И, господа, предлагайте, что можно выставить на конкурс в такого рода. Например, я считаю, не мешало бы сделать какую-то красивую БМС на 96S на 400 вольт, чтобы это было красиво, потому что на рынке очень этого мало. Что-то каскадировать с малым током тоже так себе. Что-то готовое стоит очень дорого. Если есть желание, давайте устроим такой конкурс. Я бы подумал, что не мешало бы сделать хорошую БМС, плюс защиту какую-то, такой батарейный контроллер, так скажем. Тоже это будет все в open source.
Надеюсь, я никого не обидел. Те, кто выиграл в конкурсе, прошу с нами связаться. Я очень хотел бы вас видеть у себя на награждении. Но если по каким-то причинам вы не можете приехать, то не проблема. Но если хотя бы запишите ролик со своими комментариями, что вы думаете, это хорошо. Если захотите приехать, я оплачу дорогу и проживание. Встретим вас очень прекрасно, обговорим о дальнейшем сотрудничестве. Всего хорошего, подписывайтесь на канал, поделитесь лайками. До свидания.